Кету в Накшатре Шатабхиша и прошлая жизнь. 24-я Накшатра Шатабхиша расположена в знаке Водолей. Планетарный владыка Раху, главенствующее божество Варуна, бог небесных и земных вод. Символы Накшатры – пустой круг. Главенствующее божество Варуна, бог космического закона, океана и неба. Он правит тайными подземными водами, ассоциируется с оккультными способностями, секретами и судьбой. Варуна господствует в западном направлении. Он также является повелителем подземного мира и исцеления. Считается, что у Варуны 1000 глаз, которые являются звездами ночного неба. Он несет горшок с нектаром бессмертия, амритой, и обладает способностью даровать жизнь и побеждать смерть. Символ бесконечности, Ураборос и цифра 8 также связаны с Варуной. Символ, круг, показывает, что такие люди хотят быть в пределах и окружены какой-то защитой от мира. Он может показать замкнутый круг, такой как группа, культ, сообщество, где индивидуум получает скрытую информацию. Также может представлять собой черную дыру, так как она пуста и темна в центре. Животным является лошадь. Лошадь – это животное солнца, и поклонение ей может уничтожить много кармических поступков. Лошадиные антитела используются при лечении змеиного яда. Человек был твердым и непоколебимым, и свободным от катастроф. Он был в своем круге защиты, понимая, что в обществе, где множество, то единство могло быть потерянным. Он был из древней школы целителей, был обучен оставаться в центре своего круга. Его способность исцелять заключалась в том, чтобы сделать другого человека самодостаточным, а не зависимым от него. Когда он отдавал свои силы, то мог заболевать умственно и физически. Его не могли купить или сделать чьим-то спутником. Он обладал долголетием и заботился о Боге внутри. Он не хотел, чтобы от него зависели. Зависимость – это привязанность ашлеши, которая может стать ядовитой. Его практика заключалась в том, чтобы сохранить свою шакти и чистоту и направить человека в центр своего круга. Жил в уединенном месте, его дом был окружен высоким забором, так как стремился ограничить свою жизнь от посторонних глаз. У человека была великая способность обнаруживать то, что скрыто, находить потерянное или спрятанное. Человек был мастером секретности, его мысли невозможно было прочитать, поэтому никто никогда не знал, о чем он думает и в какой заговор он мог быть вовлечен. Состоял в секретном обществе или ордене, где обменивался секретами, знал многомерные действия, размерные слова, которые давали возможность перейти в различные измерения, порталы. Он мог быть здесь в один момент, а на самом деле мог зайти в портал в тот же момент и путешествовать во времени, и попасть в другую часть света. Этот вихрь в пространстве он действительно мог превзойти. Обладал многими методами защиты, ритуалами. Один из них был круг бесконечного пространства или всеобъемлющее ночное небо Варуны, правителя темного солнца и владыки западного направления. Круг также был его орудием, арканом лассо. Он использовал его, чтобы схватить ничего не подозревающую жертву. Он не испытывал угрызения совести, наказывая тех, кто идет против космических и небесных законов. Он обладал суровой карающей способностью, наряду с милосердной и сострадательной. Теневая сторона Накшатры, если вступала в силу, то человек в прошлой жизни мог быть главой преступного мира или заниматься производством алкоголя, иметь виноградник, иметь большую толерантность к одурманивающим веществам, которые помогали ему убегать от реальности и уходить внутрь себя таким образом, занимаясь медитацией. Что считалось пороком для общества, для него не имело значения, зная, что этот мир не имеет настоящей чистоты. Главный этап исцеления, который он прошел в своей жизни, это честность перед самим собой. Второй этап была любовь, которая самоисцеляла. Легко касался прокаженных, помогал бескорыстно и не прикасался к деньгам. Мог развивать определенные ситхи, быть магом или астрологом. В человеке было много мистических сил и исцелений. В его жизни была великая клятва. Он прошел ритуал. Каждый ритуал происходил по кругу или вокруг чего-то. Совершив ритуал союза любви, он мог пройти Млечный Путь при помощи Арьямана, королевский путь Арии, того, кто соблюдает все ритуалы и традиции, обладая ритуальными навыками баланса разума и тела и очищения. У человека была связь со звездами,
чтобы уйти и отправиться в другой мир. Он чувствовал естественный поток времени, оказываясь в нужном месте, в нужное время, вовремя. Он мог ждать своего часа, чувствуя, в какое время должно свершиться что-то по космическому закону. С собой носил защитный амулет в виде янтры или мандалы. У человека был дар, связан со слезами. Он мог быть связан с кем-то судьбой. Молясь или держа пост и плача за кого-то солеными слезами, происходили чудеса, и молитвы его были услышаны. В какой-то момент времени мог быть вовлечен в любовный треугольник со своим неразлучным другом. Человек должен был усвоить урок истины и не давать обещания, которые не смог бы выполнить. Нарушив концепцию обещания, он получил неизлечимую болезнь или возвратился в цикл рождения, туманности и неопределенности, в колесо сансары. В глубине души он был очень справедливым, обладая моральными ценностями, и даже если он пошел против своего отца или детей, то сделал то, что было правильно согласно космическому закону. Шатабхиша связана со столетним космическим законом, с кармой, которая передается через поколения. Сначала предки упорно трудятся, после получают благословение, увеличивают свое богатство, земли, потом происходит наслаждение благословениями и последующая потеря. Ворона терпеливо ждет накопленную карму определенного рода, так и в целом, когда человечество пересекает дозволенную границу, он реагирует, вызывая потопы или землетрясения. Если Луна проходит через эту накшатру или в последний из 5 накшатр в момент смерти человека, то в течение 2 лет могут последовать еще 2 смерти в родне. Накшатра, находясь при рождении в той или иной планете в связи с символом круга, может ограничить ее действие и владыку дома, дав эффект обнуления. Например, Юпитер в 5-м доме может дать проблемы с рождением детей. Лечебные средства накшатры. Наличие камеры видеонаблюдения, направленной на Запад, начинает воплощать в жизнь позитивные желания человека, содержать забор дома в исправности, избегать ночных вечеринок, так как могут стать жертвами изнасилования. Соленая вода – лучший элемент исцеления, таинственные целебные воды океана и Красного моря. Профессии: целители, маги, астрологи, ученые, работники аэрокосмической отрасли, спортсмены, баскетболисты, полицейские, убийцы, шпионы, производители одурманивающих веществ, духовные наставники, космические странники, аватхуты, великие души, египетские божества с царским головным убором фараонов, урий, символом пробужденного мастера кундалини, связанного с тысячелепестковым лотосом, со сахасрарой чакрой и пониманием вселенских законов.